В Ютубе очень много врачей. Они дают самые разные рекомендации. И вы наверняка обратили внимание, что зачастую эти рекомендации противоречат друг другу. Как разобраться, что выбрать, вообще какого врача выбрать и кому можно довериться в социальных сетях, чьим рекомендациям можно доверять. Об этом в нашем ролике. Первое. Вы, наверное, сразу смотрите на количество подписчиков. Но, оговорюсь, это не самый главный фактор, и он не определяет ни уровень этого врача, квалификацию, опыт и так далее. Я очень часто вижу ситуацию, когда люди, надевающие белый халат в прямом и переносном смысле, то есть будучи не врачами, без медицинского диплома, они смеют, им так говорю, смеют давать рекомендации медицинского толка. И это порой заканчивается очень печально. Второй момент. Вы посмотрели, 1 миллион подписчиков, сотни тысяч просмотров. Что это говорит о том, что данные рекомендации блестящие, и они вам помогут сохранить жизнь и здоровье? Нет. Обратите внимание, а что говорит этот человек в белом халате, или без него? Порой ролики, набирающие сотни, а то и миллионы просмотров, сотни тысяч, а то и миллионы просмотров, в них нет, хотел сказать, глубокой мысли, в них очень простые рекомендации, которые, внимание, не заставляют вас делать что-то с собой, со своим образом жизни. То есть вы можете есть, что хотели, и продолжать это делать, набирать вес, не заниматься физическими упражнениями, плевать на свой сон, а просто выполните мои рекомендации, и все будет классно, все здорово. Так вот, волшебной таблетки не существует. Волшебного единственного метода нет. И когда человек говорит о том, что вот мой метод, мое лечение – это единственное правильное, и оно поможет вам избавиться, например, от мигрени. Вот в качестве примера возьмем эту патологию. Мигренью страдают миллионы, десятки, сотни миллионов людей. Миллиарды долларов, евро, рублей потрачены на решение этой проблемы. Она решена? Нет. Что? Врачи безграмотны? Они ленивы? И вдруг кто-то находится в интернете, кто говорит: я вашу проблему с мигренью решу, ведь вы страдаете от нее, это надо делать вот то-то, то-то и то-то. Например, выгонять из организма желчь, токсины, лежать в позе эмбриона, пить минеральную воду, когда у вас заболела голова. И, к сожалению, я вынужден сказать, что эти рекомендации не помогут пациенту, реально страдающему от мигрени. Существуют специально разработанные методы лечения мигрени. Влияние на триггеры мигрени. Это скучно, это неинтересно. Что, оказывается, не надо пить красное вино, надо высыпаться, надо следить за своим режимом сна, отдыха и работы. Это неинтересно. Лучше попить минеральную воду, что-то сделать с желчью, или, как в одной клинике рекомендуют, а мы можем помочь вам решить проблемы с печенью и желчным пузырем с помощью остеопатических процедур, поставим ваши органы на место, и вы избавитесь от мигрени. Тогда у меня вопрос. А почему тогда десятки и сотни миллионов людей продолжают страдать от мигрени? Очень важный момент. Вот понятие авторской методики – это большой искус для врача. Сказать о том, что я владею каким-то сакральным секретом, авторской методикой, которая поможет всем и вся. Но ведь это не так. Поэтому-то и существуют принципы доказательной медицины. И врачи, которые проповедуют принципы докмед, я считаю, что это правильный подход. Вот мой клинический опыт человека с более чем 30-летним стажем, для меня он важен, безусловно. Но я прекрасно понимаю, что мой опыт – это опыт одного доктора, одного врача. И сколько бы я ни посмотрел за свои 30 с лишним лет пациентов, это все-таки определенный ограниченный круг больных. В то же время, когда мы говорим о доказательной медицине, то мы говорим о принципах ее, охватывающих десятки и сотни тысяч пациентов с определенной нозологией, с определенной болезнью. И именно благодаря принципам доказательной медицины существуют клинические рекомендации, которые основываются на не опыте одного или двух или трех врачей, а на определенных принципах. И очень важный момент еще. Вот вы смотрите ролик и видите, человек говорит, рассказывает о своей методике, говорит, как он здорово помог, но никакой ссылки на научные исследования, собственные исследования, ссылки на научные статьи он не делает.
И это тоже очень важный момент. Посмотрите, пожалуйста, а что за этими словами? И если в ссылках в роликах скриншоты, вот эта фраза, что взята статья или информация из Neurology, Lancet или другого авторитетного журнала, есть или нет? Это еще один очень мощный фактор, который поможет вам определить, это настоящий профессионал или нет. Я уже затронул вопрос опыта. К сожалению, я вижу огромное количество врачей, которые безапелляционно говорят о своем клиническом опыте, клиническом мышлении, базируясь на свои 2, 3 или 4 года работы. Я очень часто говорю о том, что можно быть блестящим специалистом в информационных технологиях, математиком, шахматистом в молодом возрасте. Врач – это работа, в том числе основывающаяся на твоем опыте. Опыте собственных горьких ошибок и опыте, что ты умеешь или не умеешь делать, а он нарабатывается годами. И я никоим образом не умаляю достоинств молодых моих коллег, но когда человек вдруг вот так сразу со студенческой скамьи начинает безапелляционно советовать на основе своей какой-то авторской методики нечто, это не считаю неправильным. Поэтому, когда вы смотрите YouTube-канал какого-то врача, не поленитесь, зайдите на другие социальные сети, посмотрите еще информацию об этом специалисте, где он работает, какой его клинический опыт, есть ли у него собственная клиника, какие отзывы об этом враче, но не только с одной какой-то платформы, из какого-то ресурса. Кстати, у меня тоже очень много негативных отзывов, но не могу я понравиться всем своим пациентам. Я не оказываю медицинскую услугу, я оказываю медицинскую помощь, и то, что порой я говорю своим пациентам и их родственникам, становится не очень приятно. Еще очень важный момент. Если у этого специалиста научная степень, скажем, доктор, кандидат наук, профессор, академик. Правда, со вздохом могу сказать, что, к сожалению, никакие научные степени не избавляют человека от глупости. И я вижу порой ахинею, которая несется с YouTube-каналов, людей, которые называют себя академиками. Но академиками чего? Не поленитесь, посмотрите, что это за академия, академиком которой так гордо называет тот или иной автор YouTube-канала. И на поверку оказывается, что это какая-то потешная, странная академия, типа Нью-Йоркской академии наук, или Академия медико-технических, евразиатских наук, или еще что-то, что на человека непросвещенного может оказывать влияние. В нашей стране существует Российская академия наук. Пробиться туда непросто. Кстати, если уж на чистоту, зачастую академик уже теряет практический опыт, и далеко не все они продолжают стоять у операционного стола или консультировать пациентов. Хотя есть и блестящие профессионалы и среди реальных академиков. Существенный момент. А есть ли у этого специалиста, автора YouTube-канала, выступление? Да-да, выступление перед своими коллегами. То есть делится ли он своим опытом? В конце концов, приглашает ли его делиться собственным опытом и насколько это значимая часть его работы? Потому что если врача, специалиста, профессионала приглашают в разные города страны, чтобы он рассказал своим коллегам о той или иной проблеме, то это серьезный признак того, что есть чем поделиться. К сожалению, врача совсем юного, молодого не будут приглашать с лекциями выступать перед другими коллегами. Это факт. Уважаемые зрители, я предлагаю вам мини-курс по избавлению от боли. Специально подобранные упражнения помогут вам, в случае, конечно, если у вас нет острой серьезной патологии, избавиться от боли в спине, в плече. Ссылка в описании к этому ролику. Будьте, пожалуйста, здоровы, а мы продолжаем. Итак, резюмируя. Как найти хорошего специалиста в YouTube или другой социальной сети? Первое. Мы не должны ориентироваться только на количество подписчиков или количество просмотров. Надо смотреть в глубину. Если автор YouTube-канала говорит о методике с точки зрения доказательной медицины, если он обладает собственным опытом лечения той или иной патологии,
но базируется все-таки на принципах этой самой доказательной медицины. И он, внимание, очень важный момент, не говорит только об одном единственном методе лечения, а говорит о разных вариантах. Ну, пример, что та же мигрень – это не только таблетки, но это не медикаментозные методы воздействия, в том числе влияние на триггеры мигрени, в том числе и ботулинотерапия, и моноклональные антитела, а не только обезболивающие препараты или какая-то удивительная одна единственная методика, которая спасет вас от головной боли. Так, следующий момент. Это то, что врач в разговоре с вами через свой YouTube-канал опирается на научные современные данные и дает ссылку на ту или иную статью или представляет скриншот той или иной статьи или работы. И, конечно, самое главное, он не дает простой методики. Он не предлагает вам одну единственную волшебную таблетку или один единственный волшебный метод избавления от вашего недуга. Будьте, пожалуйста, внимательны, уважаемые подписчики, зрители. Следите за своим здоровьем и следите за тем, что вы смотрите на YouTube-канале. До встречи.